Приветствую, друзья мои! Сегодня хочу с вами поделиться одной неприятной историей, которая со мной произошло с DIY-китом вот такого пауэрбанка. Наверное, многие уже сталкивались с ним на AliExpress, видели его, может даже кто-то и покупал. Я тоже соблазнился на этот пауэрбанк. Он такой мило смотрится, вроде неплохой по характеристикам. И в итоге я его заказал, он пришел, и тут началось самое интересное. Начал же я в него вставлять аккумуляторы. Произошел тут некая неожиданность, даже немного пугающая. В итоге вот что у меня получилось. Как вы видите, аккумулятор у меня сделал бах. И почему же это случилось? А причина этого всего вот эти пружинки, которые тут сделаны с таким запасом, прям катастрофическим. Вот, смотрите, вот, катастрофически. Что же получилось, когда я вставлял этот аккумулятор сюда? Вот, смотрите, вот, я вот беру, надавливаю, оп, вот, это все. Это уже позиция, пружина туда не задвигается, это максимальное положение. И смотрите, что получается. О. То есть он просто не входит. И надо произвести колоссальное давление, чтобы он туда вошел, аккумулятор, в этот паз, так сказать. И что получилось на мое мнение? Вот как раз в этом слоте. Вот. Оно даже туда впаялось, вот по сравнению с другими. Как оно смотрится, а? Вот, оно даже впаялось. В какой-то момент мне кажется, что прорезалась изоляция и просто замкнулась плюс и минус. Замкнулся плюс и минус. И, конечно, получилось короткое замыкание. То есть, получается, прорезалось вот этим как бы выпуклостью. Вот этой выпуклостью оно, не знаю, разрезало. Получилось, что произошло замыкание. Что я хочу сказать? Будьте внимательны с вот этим пауэрбанком DIY-кой. То есть, в принципе, по сути, он довольно хорошая идея, неплохо реализована, но вот эти гребаные пружинки, которые, их надо было наполовину, или же какие-то подпружиненные пластины сюда просто-напросто. Я думаю, что с ними аккумуляторы держались бы точно так же, надежно и эффективно, с учетом того, что крышка тут закрывается намертво. Так что имейте в виду, когда будете вот такое подобное собирать, что возможно такие последствия. И он реально пшикнул, и я думал, что он взорвется. Но аккумулятор оказался достойный, качественный, хотя и китайский. Я его заказывал с AliExpress, но я так понял, тут сработал клапан, защитный клапан, и все, на нем сейчас нету напряжения, он в неактивном состоянии.
так сказать, защитил меня в ответственный момент. Так что будьте начеку, имейте в виду, что данный DIY может привести к таким неприятным последствиям. Всем пока!